Да-да-да, игровикам. Эрта. Спустя 5 месяцев после моего последнего видоса по данному проекту, по этой игре, выглядит теперь вот таким вот образом. Да. Так вот, ребята полностью изменили вид сайта, главной страницы и всего остального. Вы только зацените вот этот обруч. Оп, на девочке, да? Ну, очень круто сделано. Мне, я по-честному скажу, нравился и их предыдущий сайт. Но вот этот сайт выглядит, как по мне, намного приятнее. Разработчики, ребята из Эрта, духовные и идейные руководители данного проекта выкатили бета-версию, причем бета-версию 3.0. И давайте же зайдем и посмотрим, как у них тут все это дело выглядит. Нас перекидывает на какой-то островок в Гавайях. Номер этого хекса 269-386. И мы, нажимая на кнопочку View, проваливаемся. И вот таким вот нехитрым образом мы бац, и в игре. Что здесь нас ожидает? Первым делом это выбор персонажа, за которого мы будем играть в эту игру. И уже вот на этой стадии уж очень мне Эрта напоминает более популярный и более успешный и более дорогой на данный момент проект. Все мы поняли, о каком проекте идет речь. Ну, поехали. Значит, выбираем страну. Да, для начала. Для начала это будет Russian Federation. Пишем свой никнейм, который не пишется на русском, да, а пишется только латиницей. Вот. И выбираем мужчина или женщина. Я выберу мужчину. Мужика, парня, как ни назовите. Челика. Да, даже можно сказать челика, это будет наш основной перс. Значит, что далее? Next. Здесь невероятное количество по выбору внешности, значит, всякой атрибутики. И я, допустим, пусть он будет у меня вот таким. Перс даже еще и крутится, то есть при выборе его можно вот так вот и покрутить. Ну, он пока голый, естественно, а мы его еще и вроде как и не приодели. Что по голове? По голове причесочка, да? Либо вообще не париться, тут где-то были кепочки и вот это вот все, да? О, какой. Офицер, шахтер, военный, штурмовик. Прораб на стройке, да? Ну, я, допустим, вот такую вот шапочку выберу, да. Какие-нибудь подберем ему очечки, но перс не приближает, да. Не приближает. Вот такие, допустим, да. Оп. Вместо очков почему-то еще и наушники. Ну, как бы вместо очков, да. Можно вообще вот VR-шлем выбрать. Ну, а почему бы и нет? И чувак у нас уже наш персонаж, находясь в виртуальной реальности, в метавселенной, еще и в ней же уже повторно ушел в метавселенную, короче, да? Пусть очки лучше. По верхней одежке. Что это будет? Ну, вот так вот можно сделать. Допустим, какой-нибудь легенький рюкзачок, я думаю, ему не помешает. Чуть-чуть побольше, чем обычный, да? На ноги педальки. Какие они у нас будут? Ну, прорисовано, скажем, мягко или жестко, отвратительно. Все это дело прорисовано, угловато и некрасиво. Но это пока, наверное. Посмотрим, чего будет дальше. Ну пусть вот такие будут, да? Штанцы, либо же вообще шорты. Штаны все ужасно смотрятся. Шорты будет самое то, да?
Можно вообще вот так вот, маечки налегке. У нас же лето. Будем считать, что здесь мы все выбрали. Будем... А, еще мы не выбрали же, ё-моё, цвет волос. Цвет волос пусть будет черный. И вот эти вот бородушки. Ну, пусть более или менее чем-то будет похож на меня в реальной жизни, да? Почему бы и нет. Где тут эта кнопка Next? Также, что мы здесь видим? Вот наш пирс, какие-то оружейные характеристики, лидерские, обучение. Также есть энергия, столбик, да? О, тут даже подписывается. Ничего себе. ХП, hit points. А вот эти не подписываются. Ну да ладно. И обилки наши. Сила там, здоровье, интеллект, скорости. Ну и все в таком похожем формате, да? Кстати, вот что касается обилок, нам предлагается на данном этапе выбрать какие-то обилки. Мы видим, что у нас 24 поинта обилок, и мы, скорее всего, можем их раскидать, да? Primary и Secondary делятся на две категории. Ну, давай накинем в силу и здоровьечко, да? И, недолго думая, жмем Next. Еще, говорит, выберите скиллы. О, я понял, я, наверное, неправильно поступил. Я все потратил на обилки. Ага, теперь хренушки. А, можно сделать минус, кстати. Можно сделать минус и не тратить их все, а потратить на какие-то другие, более важные характеристики, к примеру, да? Тут cannot и тут cannot, да? На самом деле очень много обилок и очень мало поинтов нам дают сначала на все на это развлекуху. Вот здесь я вижу отрицательные обилки. Ну, как бы ладно. Комплект. Оп, 99. Та-да-да-дам. И мы в метавселенной, в метамире, в метаверс Эрта. Да, у нас также подписан, что это Hex 269 386. И у меня вопрос. Я не слышу ни единого звука из нее. В ней нет звуков. Крутится все отвратительно, перемещается более или менее. Так, это получается у нас что? Выше мы не можем, и как-то оно получается вот так вот скользит. Стадионы, небоскребы, какие-то площадки, шатры, похожи на цирковые, здания, сооружения, ездят машинки, фонтан даже вижу, аэромативопорт тоже в наличии, даже самолет вот здесь вот стоит на приколе, вот, и если мы его выбираем, то он не выбирается. Вот какие-то здания, получается, подсвечиваются. А, вон оно что. Вон как я могу. То есть, втопив колесик мышки, мы попадаем в ту точку, которую выбрали на карте. А тогда как назад? А, то же самое на то же колесико, и мы попадаем назад. Зум у нас работает. Вот, даже вот смотри, полетел, самолет полетел, вон он. Вот, как бы есть надежда, что жизнь на этой карте существует. Чего тут у нас еще интересно? Вот какое-то здание необычное. О, здесь даже появляются какие-то характеристики у здания. Skyscraper, небоскреб 5 уровня. 300 у него health и 10 этажей. И я более того, тут есть кнопка Enter. Неужто мы можем в него провалиться? Нет, не можем. Все к хренам собачьим зависло. Как только я нажал на кнопку Enter. Вот такие вот дела. А нет, смотрите-ка, все перешло, якобы мы внутри, телемаркетинг экспертс.
Это комната, ее интерьер. Вот так мы ее можем возюкать по всему экрану, да, и большой крестик типа выйти. Ничего такого. А, еще вот так вот крутить. Крутить можем. Ну, комнатка есть, да. Вот здесь, в нижней части, у нас погода. 23 солнечно, день недели, время. Ну, в общем, такая типичная информация. Это мы поняли. Хорошо. Что еще интересного мы здесь можем обнаружить? Колесо обозрения даже имеется в наличии. Кнопками, я так понимаю, начинает управляться только когда мы уже внизу. А вот еще здание. Вот еще здание, да? Level 2. Здесь появилась storage 500 килограмм почему-то. Что-то вешают в килограммах. Ну, тоже какая-то аудитория. Чисто... Ха-ха! Я могу в этой комнатке находиться и перемещаться, но не более того. Чисто, можно сказать, ознакомительно, да? Move switch. Ничего тут, ни с чем здесь невозможно взаимодействовать. Какие-то картины неизвестного талантливейшего художника. Здесь же граммофон с пластинкой, комп. Ну, в общем, вот так вот, да? Ага. То есть мы можем в эти комнаты уже как бы и заходить, получается. Какие могут быть вообще интересные здесь места? А вот еще какая-то интересная башня, часовенка. Развлекуха детский. О, да тут ракета стоит. А ну, заценим. Можем. Да зацените-ка, что я нашел. Да это ж сразу полет куда-нибудь можно организовать. Ну, прикольно. Прикольно. Не знаю, как кто. Некоторые говорят, что игра браузерная, вот эта версия RT зависает. У меня ни хрена не зависает. Все плавненько и вроде как бодренько. Вот так этот выглядит мир, если смотреть с земли. А не в режиме карты. Здесь вот ездят машинки. Наверняка какой-то водовоз с капелькой. Мороженка. Ну, подергивает. Да, вот как только я зашел в город, начало мал-помалу подергивать. Сюда. Меня задавят? Вы сможете меня задавить? Очень огромная скорость. Управлять нереально. Нереально. Они на красный, что ли, стоят? Да, действительно, смотри, горит красный светофор. И машины на красной стали. Во, а теперь поехали. И мы верхом на машине. Как бы нормально, да? Где бы найти нам чего-нибудь интересненького? Бургерная. Вот здесь стаканчик и бургер. То есть с голоду мы... О, смотрите-ка, что я нашел. С голоду мы точно не помрем. Бля, какая-то чендра. Ух, ха-ха. Огонь. Всю жизнь я такой мечтал в метавселенной. Да вот, кстати, самолет пролетает. Ну, нормально же. Летит, летит. По делам куда-то, да. Парфюм шоп. Мы можем в них? Нет, мы взаимодействовать с ними не можем. Что здесь у нас? Clothing store. С бутилочкой какой-то магазинчик. Питейное заведение. У нас тут имеется парикмахерская. Так и написано. Hair salon. И библиотека. Почему-то у библиотеки яблоко на крыше. Не знаю, что курили разрабы, когда вот эту вот улицу сочиняли, но явно что-то забористое. Cosmetic shops, wine shop. Что здесь? Кофе-шоп. Кофе-шоп. Кофейка попить мы не можем зайти. Кейк-шоп. Ювелирочка, jewelry. Магазин одежды, магазин обуви. Мяско. Зацените-ка, какой бекон. Батчер-шоп.
И Евстант Шоп. Не знаю, что это такое, Евстант Шоп. Первый раз такое вообще слышу. Что-то вот здесь, какие-то кегли. Или это... О, трубка, смотри-ка, еще какие-то магазы. Оуе, парфюмерочка. Табачный магаз. Глянь, у него они как старались, там трубка. Ух ты, музыкальный магазин, на крыше гитара. Вот это номер. Нормально, вот здесь уже, но почему-то не написано Music Shop. Вот здесь уже повеселее. Что еще? Чем здесь заняться? Заняться, как я понял, пока что в этой версии и нечем. Мы можем походить, все это дело пообследовать. Причем вот некоторые места меня почему-то не пускает. А вот так вот пускает сразу вдруг. Но как таковых заданий здесь нет. Я точно знаю, когда только вышла первая бета, были некие задания по поиску картинок, аватарок разрабов из Дискорда. И было задание по поводу каких-то паролей. Давай сходим на побережье, посмотрим. Здесь вот такой вот какой-то рельсовый кран. Платформа. Так, и здесь маяк даже есть. У нас здесь катера курсируют, причем они разные. Вдалеке виднеется какой-то другой конструкции катерочек. Маяк на месте. Почему она вот без звука, мне интересно. Ну что я могу сказать, у меня на компе звук есть. Я проверил в браузере, звук работает. Но в игре он полностью, я так понимаю, отсутствует. Ни единого звука, ни единого шороха. Это по звуку это мертвый безжизненный город. Здесь не происходит ничегошеньки от слова совсем. Пройдемся, какие-то аллеи. Ну, в принципе, я же говорю, играется, ну, играется это сильно сказано, да, но оно все более или менее плавненько прорисовано. И вот это, и деревья, и разные деревья. И опять мы вернулись к этой ракете. То есть, в принципе, очень даже небольшой городок. Давай с высоты птичьего полета посмотрим, что нам может быть еще интересно. А вот кукурузник какой-то стоял. О! Вот это я понимаю. Колеса, естественно, у него утопли в асфальте, зато задняя балансирует. Находится в невесомости. Вот мы даже можем запрыгнуть на этот самолет вот таким вот образом. Ну там вдали покрепче самолетик установлен. Вон машинуля какая-то прям как трап к самолету. Это я вот в детстве такие машинки рисовал. Но у меня в детстве лучше получалось. И если что, то берите, ребят, меня в свою команду, я вам нарисую машинку с трапом намного круче, чем вот это. Имейте там в виду, ладно? Хорошо, договорились. Что еще? Вот на карте вода. Вода уже нарисована очень реалистично, кстати. Раньше, по-моему, такого я не наблюдал. Все остальное крайне мультяшно. Даже вот есть платформа и с посадочной площадкой для вертолета. Вот так вот. Баржи есть, контейнеровозы. Не вижу ни... А, вот парусник. Даже есть парусник, ребята. Парусник я, если что, кстати, тоже могу лучше нарисовать. Вот, а с другой стороны мне могут сказать, да что ты, мол, придираешься, ну это ж бета. Ну, естественно, будем надеяться, что у ребят получится сделать что-то более достойное, чем мы вот видим на данный момент. Но тут, еще одна гитара, да? Еще одна гитара и Flower Shop, вот этого мы не видели. Flower Shop и Gift Shop. Так вот, что хорошо, так это то, что проект не стоит на месте, проект движется, что-то развивается, да, пусть развивается медленно и вполне вероятно и не в ту сторону, но однозначно движение какое-то есть,
И годика через 1,5-2 буду надеяться, что смогу, хоть даже и не полноценно, но поиграть все-таки в эту невероятно дорогую игру. Дорогую и любимую моему сердцу. А вот еще тача какая. Ух. Огонь. Или они все будут друг на друга? Нет, друг на друга не похожи. Вот так вот выглядит какое-то другое здание внутри. И написано на стене Do it. Делай это. Ну, собственно говоря, мы что и делаем. Мы это делаем. Непонятно, правда, пока что, но что-то делаем. А вот какой-то склад. Фармбилдинг. Какая-то ферма на побережье вот этой реки. Еще фармбилдинг. Generic House. Поплыл катер. Все это на побережье. Ух ты, вы меня как удивили. У нас здесь наступает ночь. Ребята. А что вот этот? Зацените-ка. Я повелитель времени. Я могу ускорять время. Ну, в общем, не знаю, для чего этот ползунок сделан, но очевидно, что меняется день и ночь, да? То есть мы даже видим тени, солнышко как ходит, и мы видим тени. О, ну это хорошо, что я эту функцию нашел. А вот это что за кнопка? Это нас возвращает обратно таки на глобус. Много земли уже куплено, много еще не куплено. В общем, что я могу сказать? Ждем следующего обновления и ждем, когда будет возможно что-то маломальски в этой игре сделать. Какие-то задания, какой-то сюжетный квест или что-то в этом духе. Все, всем пока-пока.